Приветствую вас всех, уважаемые садоводы-огородники моего канала, и сегодня мы поговорим с вами о заболеваниях огурцов, а точнее о таком заболевании, как корневая гниль. Прошла у меня неделя похолодания, я сделал подкормку монокалий-фосфат, а также провел опрыскивание огурцов фитоспорином. То есть я в принципе защитил свои огурцы от заболеваний, но все-таки заболевание у меня появилось в виде корневой гнили, предположительно. Вот как видите, у меня один кустик плохо развивается, маленький, слабый, и на нем вдруг начали виснуть листья огурцов. Прямо от корня. Первый, второй, третий и так по всему стволу. На этих огурцах, как видите, у меня даже есть огурчики, но несмотря на все, как видите, у меня этот огурец заболел. Когда начинают вянуть листья на огурцах, многие дачники впадают в панику. Все понимают, что если не принять меры, можно потерять урожай. Изначально стоит определиться с причиной, почему они начали вянуть. Есть 6 основных причин, которые чаще всего встречаются, отличить их просто. Итак, давайте разберемся, почему происходит увядание листьев огурцов, причины увядания листьев. Неправильный полив, нехватка питательных веществ, неправильный выбор места посадки, заболевания и вредители, перепады температуры. Вот на этих двух последних пунктах я хочу остановиться, так как остальное у меня в принципе все хватает, и полив, и подкормки я делаю. Заболевания и вредители. Вредителей у меня нет. Перепады температуры. Ну вот неделя была холодная, ночью до плюс 5 градусов. Конечно же, это сказалось на моих огурцах. Грибковые заболевания являются распространенной причиной гибели листьев огурцов. Бороться с грибковыми болезнями крайне сложно, ведь они быстро поражают растения. Если такие заболевания проявились, стоит сразу применять химические препараты. Народные методы малоэффективные, поэтому рисковать особого смысла нет. Вредители также могут спровоцировать увядание огуречных листьев. Чаще всего поражает тля и паутинный клещ, хотя у меня есть такие вредители, их называют у нас двуххвостки. Вот я вам сейчас показываю на фотографии. Они тоже так делают, чтобы листья повисли, и там уже выводят свое потомство. Бороться с такими вредителями, как тля и паутинный клещ, достаточно легко. Можно перевернуть лист и сразу обнаружить их. Если вянут листья огурцов в теплице, что делать, подскажет тщательное обследование кустов огурцов. Среди самых частых заболеваний следует выделить корневую гниль, фузариоз, пироноспороз, белую гниль. Болезни огурцов в теплице и на грядке кожи и их лечение идентичны. При корневой гнили происходит увядание и усыхание нижней листвы, затем наступает гибель целого куста. В случае развития фузариоза верхняя часть растения увядает, а нижняя часть стебля загнивает. Если развивается белая гниль, листва становится очень мягкой и на стебле появляются бурые пятна. Впоследствии листва опадает. Наиболее часто проблема развития грибковых заболеваний встречается у тех огуречных кустов, что растут в теплицах. Это объясняется благоприятными условиями в парнике для развития грибков в плетях огурцов. Как можно обнаружить корневую гниль? Следует откопать почву на глубину 15 см, проверить ее влажность и состояние корней. Если все в порядке, то есть почва сухая, корни здоровые, то на самом деле следует растения полить. Если же корни стали мягкими, почернели, от них исходит неприятный запах, то, скорее всего, растение поражено корневой гнилью. Причиной этого заболевания является переувлажнение почвы. Если на поверхности почвы собирается вода, то водопроницаемость грунта недостаточна. Почва задерживает влагу, не пропуская воду. В этом случае и появляется корневая гниль. У меня вода очень хорошо впитывается, но, видно, из-за похолодания все-таки корневая гниль у меня появилась. Если у вас появилась корневая гниль, такой куст необходимо срочно удалить с грядки, чтобы не заразились другие огурцы на этой грядке. Поэтому я сейчас этот огурец выкапываю, как видите. Делаю я это вместе с землей, то есть беру прям полностью с землей весь корень этого огурца и выкапываем куда-нибудь в ведро в огороде, чтобы этой земли у нас не было. Ну давайте теперь повнимательнее рассмотрим корень огурца. Достаем его из земли и хорошенько все сейчас рассмотрим.
Но я как вижу, у меня тут полно просто-напросто червей. В принципе, земля у меня очень плодородная. Но, как видите, корни в принципе нормальные. Никаких почернений, ничего я здесь не вижу. Единственное, да, неприятный запах присутствует, конечно, прям чувствуется. В принципе, это может быть просто начальная стадия развития корневой гнили. Поэтому я и решил удалить этот куст от греха подальше, чтобы следующие огурцы у меня ни в коем случае не заболели. Огурцов у меня много, поэтому, как говорится, не жалко. Ямку, которую я вырыл, я сейчас засыплю другой землей и продолжим лечение наших огурцов. Необходимо внести лекарство для наших огурцов. И какое я вам сейчас покажу. Для лечения своих огурцов от заболеваний я буду применять вот такие препараты, которые называются Аларин Б и Гамаир. Против корневой гнили необходимо применить сразу два препарата. Аларин Б является у нас биофунгицидом, штамм 10 Визер, а Гамаир это у нас биобактерицид, штамм М22 Визер, то есть два разных биопрепарата. Гамаир применяют в лечении и профилактике многих грибковых и бактериальных поражений садовых и комнатных растений. Гамаир помогает предупреждать и подавлять грибковые и бактериальные болезни растений. Спектр его применения очень широкий. Препаратом обрабатывают садовые и комнатные растения, огурцы без укрытия от корневой гнили, переноспороза, огурцы в защищенном грунте при корневой серой гнили. Использовать Гамаир можно по-разному. Препарат предназначен для следующих мероприятий: жидкие опрыскивания, обработка картофельных клубней до посадки, полив растений под корень. Аларин Б – биологический фунгицид на основе природной бактерии 10 Визер, предотвращающий возникновение корневых гнилей, черной ножки, мучнистой росы, фитофтороза, альтернариоза, аскихитоза, серой гнили. Как правильно применять эти препараты от корневой гнили? Значит, нам необходимо взять по одной таблетке аллерина и гамаира и растворить их в небольшом количестве воды, чтобы их видеть, что они полностью растворились. Так просто-напросто удобнее. И хорошенько все размешиваем. Как правильно рассчитать нормы этого препарата на грядку огурцов? Смотрите, если мы разводим по одной таблетке на 5 литров воды, то эти 5 литров нам необходимо распределить на целую сотку. Мне же надо только полить одну грядку. Поэтому я развожу эти две таблетки на 10 литров воды, то есть у нас получается уже одно ведро на 5 квадратных метров. Я буду разводить на 20 литров, и тогда у меня получится как раз на 2,5 квадратных метра. Вот у меня таблетки в принципе уже полностью растворились. И теперь начинаем все это разбавлять. То есть я наливаю сюда воду, довожу этот объем до 10 литров. И теперь выливаю 5 литров с этого ведра в другое ведро. И делаю по 10 литров. Понятно, надеюсь, я объяснил. Теперь необходимо, после того, как мы разбавим все это в ведрах, нам необходимо выдержать ровно 30 минут для того, чтобы бактерии начали работать. Вот я разлил в ведрах по 5 литров этого препарата, и теперь добавлю в ведра просто воду и доведу эти два ведра до 10 литров. После того, как мы выдержим 30 минут, этим препаратом можно пользоваться в течение 12 часов. Потом этот препарат становится непригодным. Грядка огурцов у меня длиной 4 метра. И на эту грядку я выливаю в траншею одно ведро этого препарата. Этого будет достаточно. Как вы все помните, у меня получилось одно ведро на 2,5 квадратных метра. В принципе, этого будет достаточно. Ну что ж, надеюсь, огурцы у меня больше не заболеют после этих холодов. Желаю вам всем тоже больших и хороших урожаев. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока-пока.